Всем привет! Сегодня мы в гостях у Романа, русского немца, панамца. Вот. Сейчас он расскажет, как он сюда вообще попал, оказался, чем он здесь занимается и что здесь его впечатлило. Поехали. Давайте. У меня первый вопрос, самый важный. Почему Панама и как ты сюда попал? Ну, я искал там, где солнце. Я искал там, где море. И когда ты начинаешь искать там, где всегда солнце и всегда море, то остается не так много стран. И вот мы решили все-таки, что в Азию мы не очень хотим. Мена, ну, то есть там Саудовская Аравия, вот Дубай тоже не очень нам понравилось, потому что там мало природы. И вышли все-таки на Латинскую Америку. Из всех стран здесь нам больше всего Панама понравилось. Здесь замечательная инфраструктура, у тебя 3 аэропорта, у тебя куча природы, у тебя доллар, да, и все это приводит к тому, что замечательная страна под солнцем. Мне тоже нравится, что здесь доллар, а то брать другие страны, как там Чили, Аргентина, там песо, туда-сюда, все качается и нестабильно. Это нестабильно, и у тебя здесь есть еще также канал, да, который приводит к тому, что у тебя 95% всех заработков исходит из канала. И для страны это замечательно. Какие вложения вообще понадобились для переезда? Мы, когда делали документы, это уже было давно, уже больше 2 лет прошло, и поэтому вложения были другие, чем те, которые сейчас. Тогда было в размере 20 тысяч долларов. Сейчас самые низкие вложения, которые мы предлагаем, это 105 тысяч долларов в лесовосстановление, или 300 тысяч в недвижимость, или 500 в биржу. Я правильно понимаю, то, что ты сейчас рассказал, чем ты занимаешься? Это я здесь только помогаю тем, кто хочет переехать. Ну, из Европы, из России. Ну хорошо, так расскажи подробнее, чем ты занимаешься в Панаме. Ну, это одна из тех вещей, которыми я занимаюсь. Это помощь с ПМЖ. То есть у нас есть полный пакет обслуг. Мы делаем все документы, у нас есть нотариус, у нас есть адвокаты. Мы все заполняем, помогаем, открываем банковский счет, помогаем людям получить ПМЖ, когда они приезжают в Панаму. По какой программе? Лесовосстановление или покупка недвижимости. Лесовосстановление удобная программа, но деньги получают не сразу, то есть начинается через 6 лет, а недвижимость, конечно, идет сразу. То есть если кто-то хочет переехать, а не просто получить вид на жительство, и хочет здесь жить, то для него выгоднее купить сразу там апартмент, квартиру или дом. Да, то есть я всем бы советовал брать недвижимость, если человек хочет здесь жить. Да, тогда ты уже экономишь на аренде. Нет, ну если смотреть, человек хочет, но он первый раз в стране, он даже не знает, где лучше выбрать апартаменты, в каком районе и так далее. Да. Поэтому, если кто-то приезжает, чтобы купить недвижимость, приезжают не один раз. Приезжают первый раз на каникулы, на 2 недели. Можно покататься по стране, посмотреть, где красивее, где климат лучше. Например, в Букете намного прохладнее, да, там 20 градусов температура, там холодно. Да. Здесь у нас 32, влажность выше. Может кому-то нравится Плаве, может кому-то нравится Бокас, да, на островах жить. И в зависимости от этого потом человек уже начинает выбирать недвижимость, и потом весь процесс длится еще 3-4 месяца для покупки недвижимости. То есть это не за неделю. Ты сам долго, да, выбирал и остановился в Панаме между островами? Я очень люблю большие города. И я всегда жил в больших городах, ну, кроме детства, и поэтому для меня Панама-Сити это было очень важно. И тем более здесь ты учишь язык лучше, здесь ты собираешь контакты, здесь у тебя есть жизнь, здесь у тебя есть аэропорт, если тебе куда-то надо полететь. Да? А если ты сразу приехал в эту страну и уезжаешь куда-то в деревню жить, то, естественно, ты не обживешься контактами. Ты можешь жить спокойную, тихую жизнь на пляже. На пенсию? На пенсию, да, на пенсию можно. Если ни с кем не хочешь разговаривать. Вот есть такой суровый дед, да, вот
замечательно. Приехал, купил домик на пляже и живешь. Ну а как здесь по коммуникации вообще? Люди доброжелательны? Как ты увидел это все? Да, да, очень. Очень доброжелательные. Они понимают, что приезжие также привозят деньги. И, в принципе, латиноамериканцы, и особенно панамцы, я считаю, очень доброжелательные. Всегда пытаются тебе помочь. Даже если ты не говоришь на испанском, они пытаются тебе помочь. Они очень вежливые. Ни разу за год, ни разу никто никогда на меня не повысил голос. Да? И это очень приятно. И так как я жил долгое время в Европе, там ситуация другая. А где конкретнее? В Германии. А город? Франкфурт. Франкфурт. Как Панама-Сити, только без Тихого океана. Ну и минусы Франкфурта по сравнению с Панамой какие? Там холодно, там постоянно холодный дождь, там нет океана, там нет пляжей. Большие налоги. Но это не минус Франкфурта, это минус большинства стран мира. Я понял. Налог — это бонус. То есть даже если бы здесь были налоги 30%, мы бы все равно сюда приехали. Это просто был бонус. Я понял. Да? То есть получить ВНЖ, например, в той же Колумбии просто было намного тяжелее, чем в Панаме. Ну, то есть Колумбию тоже рассматривали? Да, Колумбия рассматривалась, Коста-Рика рассматривалась. Вот. В Колумбии просто нужно было 110 тысяч на человека тогда, но это больше, чем 20. Ну, само собой. Вот, поэтому мы решили в Панаме остановиться. Приехал на Панам-канал Railway. Вот такой паровозик, 1864, перрон. Угадай, куда еду. Вот в таком стеклянном вагоне. Хочешь узнать? Оставайся со мной, сейчас поедем вместе. Сейчас должны виды открыться у вас. Что, меня снимаешь? Я всех снимаю. Тут же все сидят, ты где один сидишь. Расскажи тогда, раз я тебя снимаю. Как это сюда попасть, где купить билеты, сколько стоит? В группу надо заходить, да? Ну вот, говори, подписывайтесь в эту группу. Я не буду сейчас говорить группу. Ты говорил, все, Я наслаждаюсь моментом. ты говорил, все русские будут, я что-то не вижу русских, кроме вас. Не знаю, так быстро билеты раскупили, Да, видишь, местные все раскупили. Да. Надо было окна хотя бы протереть. Там вообще стекла такие. Вот такой стиль. Лампы зеленые. Все повыбегали. Подождем. Вот кораблики. Погрузка, разгрузка. Вот Панамский канал. Груженные кораблики. Панорамный вагончик. Вот такой вид. Выход из Панамского канала.
Отсюда лучше. Поезд ходит вообще редко. Раньше, говорят, ходил часто. Такой экскурсионный Панама-Колон. Сейчас вообще после ковида никак не реанимировался. Да и вряд ли реанимируется. Поэтому надо вылавливать на сайте, смотреть, бронировать заранее. Стоимость от там 20 до 50 баксов, там детские, пенсионные, взрослые, разные. Мы едем и гудим. Вот просторы панамские. Вопрос такой, большинство людей задают, которые вроде хотят переехать, думают как-то, но не могут решиться. И первый у них вопрос, можно ли здесь устроиться на работу иммигранту? Как быть с работой? Вот вроде как бы он в своей стране специалистом является, хочет сменить страну, сменить локацию, но задает вопросы, что делать с работой? Это очень важный момент, финансовая стабильность. И скажу честно, первым делом нужно будет разрешение на работу. Чтобы зарабатывать здесь нормальные деньги, нужно разрешение на работу. Это продлится от 6 до 9 месяцев после получения ВНЖ. То есть я бы советовал всем зарабатывать вне Панамы. Открыть свою фирму, как-то все это устаканить, да? Все рассмотреть, сделать себе структуру, чтобы зарабатывать деньги и потом переезжать. А не сначала переехать и потом понять, что надо еще и деньги зарабатывать. Чтобы жить. Да, чтобы жить. Поэтому у меня фирма в Болгарии, и там я зарабатываю деньги, и потом живу здесь. А чем занимается ваша фирма вообще? Кроме того, что вы сказали про ВНЖ, ПМЖ. Advisory. Вопрос по Панаме. А какие вообще здесь налоги? Так, теперь мне надо подумать, как это на русском языке. Но в принципе есть import tax, да, процентов 15 обычно. Это, например, если ввозить вещи из США, примерно 15% будет выходить. Потом есть налоги НДС на большинство продуктов питания, они 0. Потом есть на алкоголь 10% и на все остальное 7%. То есть достаточно низкие. Также есть, конечно, налоги, которыми облагается твоя зарплата, если зарабатывать ее в Панаме, до 25%. А есть такое, что когда ты открываешь только компанию, она новая, в течение там 2-3 лет, то есть ты налоги не платишь? Это хороший вопрос, на который я не знаю ответ. Да. Но если компания зарабатывает деньги вне, или, например, если компания вне, а ты живешь здесь, то ты получаешь дивиденды, например, от твоей компании из другой страны, эти деньги налогом не облагаются. Ну, то есть то же самое, что твоя компания в Болгарии как бы работает, и ты ничего не платишь, правильно? Я декларирую, но просто процент 0. Я плачу в Болгарии. А по стальке, сколько, год, да, уже здесь? Да. В течение проживания года в Панаме были ли обращения к врачу? И дорогое ли здесь вообще лечение? Не знаю. Да, ну, в принципе, да, знаю. Если идти не в локальные больницы, там оно дешевое. А если идти вот для экспертов все эти клиники, то достаточно дорого, как в Европе. Но для этого есть медицинские страховки. И у меня есть медицинская страховка, которой я, к счастью, не пользуюсь. Но
как бы она за все бы заплатила. Да. Средняя цена страховки. Всегда зависит от возраста, от состояния и так далее. От и до. От 150 до 600 в месяц долларов. Ну понятно, приедет там Поедет кто-то, кому 50, да, он будет подороже. Да, ему будет подороже, и, наверное, не все за него будут платить. Приедет кто-то в 25, без каких-либо болезней, здоровый человек, не курящий, и, наверное, будет платить 150, и у него все будет включено. Какие ежемесячные расходы вообще в Панаме? Ну, то есть аренда квартиры, либо у тебя своя квартира? Нет аренды. Аренда квартиры. И сколько вообще вот стоимость аренды средняя? Кто как живет, да? Первый ряд на Тихом океане от 1500, я бы сказал. Можно найти и за 1200, и за 1300, но нормальные квартиры с нормальной мебелью, то есть уже с мебелью, от 1500, где-то 80 до 100 квадратных метров. Сверху идет электричество обычно, да, 100-150 долларов. И потом все, питание, машина. Я еще туризм. хочу добавить лайфхак. По программе пенсионада, когда ты делаешь документы, Да. оплата электричества со скидкой 50%. 50. 50, это много. Это приятно знать, но я не пенсионер. Вот. И мне еще придется подождать. Хорошо. А как вообще человеку, вот большинство вопросов всегда возникают, все пишут, особенно мне пишут, и вот хотят понять, сколько мне денег нужно. Вот мне такой прямой вопрос задают в директ, пишут и так далее. Я говорю, ребят, ну каждый живет по-разному на свою широкую ногу, либо узкую. Месяц, да. Они спрашивают, сколько вообще месяц нужно для проживания в Панаме? Как ты считаешь? Ответить Я на этот считаю, вопрос. что есть выживание, а есть проживание. Да. И для хорошей жизни 2500 на человека. То есть, если у тебя есть 2500 на человека, и желательно вы вдвоем, то так, потому что квартира все-таки это большой такой, да, кусочек, который ты платишь, то этого абсолютно хватит, чтобы иметь машину, чтобы ездить в отпуск, чтобы оплачивать квартиру, чтобы есть все, что ты захочешь. И Панама дает кучу возможностей покупать еду дешевле, или если ты хочешь дороже. Есть рестораны, в которых ты будешь платить по 10 долларов за ужин, а есть, в которых ты будешь платить по 100 долларов за ужин. То есть выбор есть всегда, да, и достаточно хорошее качество. А по поводу еды, вот расскажи, что здесь за еда, что тебе нравится? Мне нравится Mercado de Mariscos, рыбный рынок, на котором ты каждый день с 5 утра можешь купить свежую рыбу, только что выловленную, в том числе тунца, по колоссальной классной цене в 5 долларов за фунт. То есть за 10 долларов за килограмм тунца. Это очень замечательная цена, которую я еще не видел так в мире, особенно в Европе, естественно. И мне это очень нравится. Да. А так я очень люблю панамскую кухню и мексиканскую кухню, и этого здесь везде хватает. Так, Панаму мы разобрали, Да. часть Германии мы затронули. А про Россию? Откуда ты? Родом? Из Ростова. Поэтому Ростов папа, Панама мама. Да. Вот так вот, да? Вот так вот. То есть давно покинул Россию? Да, в 2002. В 2002. Очень давно. Но в гости езжу с удовольствием. Ростов мне еще нравится. Меня кормят шашлыком. Меня кормят раками. Да, то есть Ростов, Дон, это супер. Мне очень там нравится. По снегу не соскучился? Нет, никак нет. Никак. Я даже в Букеты не езжу, потому что в Букеты 17 градусов ночью. Ага. И это холодно. Ага. Ну реально, вот отсюда, если туда ехать, это холодно. Из 32 переехать в 17, это нет. Есть такой тоже вопрос, аудитория спрашивает, много ли здесь русских, как вообще комьюнити здесь? Есть группы в Фейсбуке, есть с цензурой группы, есть без. У меня есть без цензуры, да, жизнь в Панаме.
И я считаю, что русских здесь становится больше. Не то, чтобы их было много, но их больше. Что радует, что здесь люди очень открыты, любят помогать друг другу, обмениваться контактами. И это, конечно, всегда сближает, когда ты говоришь на одном и том же языке в чужой стране. И я считаю, что здесь достаточно людей, с которыми можно познакомиться, с которыми можно открыть или бизнес, или просто совета спросить, да, или просто провести время. То есть на любые темы есть о чем поговорить. В итоге это так, что эти все люди как-то сюда переехали и попали, и у вас всегда есть что-то общее. Круто. В общем, ты рекомендуешь Панаму? Всегда за. Да. Хорошо. Здесь возможно все. Да? Здесь можно ничего не делать и ничего не иметь, но здесь можно заработать, здесь можно жить как хочешь, потому что панамцы сами по себе не так целеустремленно работают. Поэтому всегда, если приезжают люди сюда, они видят очень много моментов, где что-то можно улучшить. И если люди этим занимаются, они что-то улучшают и одновременно еще и на этом зарабатывают. А ты увидел за год проживания какое-то улучшение в городе? Ну, дорогу поменяли. Тоже неплохо. Очень интересно тут менять дороги. Да. Ну, а так, в принципе, за год, мне кажется, я был слишком занят еще познанием страны, а не смотрел как на улучшение. Да? То есть я ездил всю страну, посмотрел, как она выглядит. Это замечательная, красивейшая страна. Я очень люблю пляж Винау. Да, это просто так красиво. И там можно заниматься серфингом. Есть вулкан Бару, на который можно подняться. И в солнечный день утром можно увидеть оба океана одновременно. Ну это же кайф. Ну, где такое еще можно увидеть? Да. Это да. Так, мы еще движемся по джунглям. Скорость сбавили. Проехали какую-то деревушку. Все без особенностей. Народу много. Все повыбежали. Вот. Все фоткают. Даже випы побежали. Что-то таких супер видов пока нету. Но в горы подниматься мы не будем явно. Поэтому смотрим то, что видим. Пока одни болота. Así no. Vaya. Pero está como ¿dónde estoy? Gracias.
¿Cuántos cachitos? Y ahora vamos Yeah, good. It's bien, ¿no? No photo. No, because for security, you can stay here. Okay, I'm look. No, la cambiaron para el día Приехали на конечную станцию. Все потушили. Движок выключили. Пока на станции стоим, вручили сувенирку. Вот мы здесь, колонн. Сейчас двигать будем назад. На улицу не выпустили. Обстановка тут такая. Принглс, печенюхи, чупа-чупс. Вот такой подарок. Ждем отправления на Панаму-Сити. el hijo de la estamos en Gamboa. Вот. Возврат в Панама-Сити. Vamos a cruzar el Gamboa. Барчик. Ahí te va a funcionar para todo. Ну вот, едем и видим ЛПГ, который плывет в сторону колонны с флагом Панама. Люки газ Махиро. Приближаемся к Панаме. Вот такое путешествие на паровозике. Билеты надо заранее выкупать, там быстро их разбирают. Кто не успел, тот опоздал. Да, и там, если на такси поехать, надо сказать, что ты на экскурсионный паровоз, а то он меня вообще увез грузовым паровозом, где там грузят. Он там подумал, что я грузчиком, видать, работаю. Хотя он, в принципе, сказал, что русский, да, русский. Такая история.
В заключение, какие рекомендации ты дашь тем людям, которые вроде думают переехать, но боятся? С чего начать? Начать надо изменять себя. Надо измениться, чтобы меньше говорить, а больше делать. Чтобы меньше мечтать, а больше планировать. Потому что мечтать можно долго, всю жизнь. И всегда что-то будет. А вот если бы у меня был миллион, я бы жил в США. Да? А можно планировать поездку. Можно планировать и делать себе milestones, то есть такие шаги, и смотреть, куда ты идешь. Да? То есть если это цель, то ее можно достигнуть. Если это просто мечта, то она останется мечтой. Круто. Вот, ребята, было такое у нас интервью с Романом из Панамы. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч. Пока. Давайте.